Где можно встретить золотую осень в Алматинской области? Как выглядит озеро, которое образовалось всего 10 лет назад? И какую историю хранит Иссыкское озеро? Меня по-прежнему зовут Ануар Нурпиисов. Я и мой кот Сарбаз отправились в новое путешествие по Алматинской области, чтобы вы и ваш питомец сказали «Вау, Казахстан!». Утро в ауле. Что может быть прекрасней, особенно после нашего трехдневного конного тура по Кульсайским озерам? Мы остановились в селе Сата. Я, наконец, выспался. Хотя на первый взгляд по мне так не скажешь. Это один из тех аулов, где основным промыслом местных жителей является туризм. Здесь почти каждый так или иначе связан с туризмом. Десятки гостевых домов с удобствами и без них объединяет одно – теплая домашняя атмосфера. Обычно я пью чай без молока, но это те моменты, когда ты говоришь «Я маған сүтпен». Я особенно радуюсь за тех сатинцев, которые стараются выдерживать качество сервиса. Я был наслышан, что близ села Сата есть дико красивое Сатинское ущелье. Об этом месте мало кто знает, ведь оно стало доступно для туристов относительно недавно. Это ущелье внесли в туристическую карту нацпарка Кульсайские озера буквально год назад. Я был очарован и взволнован от увиденного вокруг. Было воскресенье, и мы хотели успеть к самому началу рабочего дня национального парка, чтобы стать первыми туристами в этом ущелье. Все вокруг было как в кино, но шлагбаум на нашем пути вернул меня в нашу реальность. Никого нет. Перед вами пример неправильного поведения туристов в национальных парках. Но мы не могли себе позволить ждать. И совесть наша чиста. Мы все это делаем для общего развития туризма. А для вас заново Открываем Казахстан. Сатинское ущелье. Вау, о котором я и не подозревал. Чтобы добраться до него, вам нужно проехать вдоль реки Сата 10 километров, и перед вами открывается девственный лес, где ныне было только лесничее хозяйство. Но чтобы добраться сюда, вам нужен точно внедорожник. Ай! А виды тут просто сносят крышу. Невооруженным взглядом можно увидеть потенциальные горные тропы и маршруты на ближайшие пики. К сожалению, даже здесь мы нашли следы человека в виде этого мусора. Но чтобы вы знали, такая пачка сигарет будет разлагаться столько лет. Консервная банка – столько лет. А пластиковая бутылка – столько лет. Вот чтобы просто знали, прежде чем выбросить, что этого хватит нам даже на нашу жизнь. Как вы вообще после этого смотрите в зеркало, а? Те, кто это делает? Стыдно, товарищи. Стыдно. Сатинское ущелье оставило неизгладимое впечатление. Но на выезде шлагбаум уже был закрыт на замок. Это Мыркият. Он отвечает за проезд туристов в ущелье. Но в тот момент, когда мы приехали, он гнал тех самых овец. Приятный дедок. Жалко, конечно. Работает на двух работах, пасет. И нацпарком заведует. А тем временем
мы направились на самое фотогеничное озеро в этих местах – Кайнде. Хорошая новость для автолюбителей – дорогу туда уже начали приводить в порядок. Но основная часть дороги еще пока заставляет понервничать. Если у вас ёкает сердце при каждом ударе о защитку, лучше возьмите местное такси, уазики или пазики. Цена за салон в районе 20 тысяч тенге, но это не точно. На этой территории действует тарифный план, смотря как договоритесь. Это озеро для меня имеет большое значение. В первый раз я увидел его в музыкальном клипе группы JCS «Мой дом». И с тех пор я начал подозревать, что в этой стране еще много мест, которые мы откроем для себя. Я помню тот первый раз, когда приехал на это озеро и сказал свое первое «Вау». И спустя годы, если вы меня спросите, каковы 7 причин сорваться в Алматы, я по-прежнему отвечу: одна из причин – озеро Кайнде. В 1911 году в этом месте произошло землетрясение, в результате чего на реке Кайнде образовалась каменная дамба, и озеро медленно начало наполняться. Для меня озеро Кайнде – это вау, которое не надоедает, сколько бы раз я сюда не приезжал. Каждый раз оно выглядит по-своему уникально, и это потрясающее зрелище. А это столбы – те самые ели, которые росли на месте нынешнего озера, точнее, все, что от них осталось. Озеро Кайнде – жемчужина хребта Куньге-Алатау, которая притягивает тысячи туристов со всех уголков мира. Я уверен, про озеро Кайнде вы слышали и видели не один раз, но среди вас есть люди, которые до сих пор здесь не были. Давайте договоримся, это видео будет как последним знаком того, чтобы вы сюда точно уже приехали. Ну, честно, уже устал снимать видео про это, рассказывать вам про это место. Давайте, все, приезжайте. Как только мы выехали на асфальтированную дорогу, я позволил себе немного притопить. Ведь дорога идеальная, и нам нужно успеть до заката увидеть еще одну локацию. В этом путешествии все шло прекрасно, ровно до этого момента. У нас произошел боковой порез правого заднего колеса. Ну хорошо, на бортовом компьютере начала выскакивать информация о том, что у нас падает давление в одной из шин. Если бы не это, то мы бы где-нибудь застряли в степи. Здорово, что рядом оказалась вулканизация. Потеряли полчаса, но это лучше, чем потерять день в поисках ближайшего эвакуатора. Если вы попадете в такую же ситуацию, это вам обойдется в 3500 тенге. Но не забываем, что мы по-прежнему в зоне покрытия тарифного плана, смотря как договоришься. Смотря как договоришься. Самая широкая сеть покрытия в Казахстане. Залечив раны нашего железного коня, мы отправились туда, где не был никто из нашей съемочной группы. А я особенно люблю такие места. Ведь в такие моменты все принимают участие в процессе открытия нового места для себя. И никто не знает, с какой стороны лучше подъехать, чтобы сделать лучшие кадры. И нашей следующей такой локацией стало Вестюбинское водохранилище. Этот искусственный водоем по возрасту младше многих зрителей этого канала. Ему всего не более 10 лет. Оно образовано из-за местной Мойнакской гидроэлектростанции. Река Чарын наполняет водохранилище и проходит через турбины гидроэлектростанции и вырабатывает электроэнергию в объеме 1530 миллионов киловатт-час за год. Такого объема достаточно, чтобы обеспечить всю Кызылординскую область электричеством почти на 1,5 года.
Это те самые редкие моменты, когда вторжение человека в природу приносит свои удивительные результаты. В этом месте уровень воды всегда меняется из-за специфики работы ГЭС, и следы этого можно увидеть на берегу водохранилища. Пляж здесь как слоеный пирог. Когда мы только приехали сюда, я был скептично настроен и думал, что озеро как озеро, вау с натяжкой. Но так я думал, пока не дошел до ближайшей возвышенности. Это точно вау. О, вау! У-ху-ху! Да, еще и солнце подыграло своим мягким закатным светом. Если вас еще здесь не было, то задумайтесь о том, чтобы однажды сюда приехать. И лучше это сделать с ночевкой в палатке. Здесь нет туристической инфраструктуры. Даже не пытайтесь на берегу найти беседку. Поэтому, чтобы полноценно отдохнуть, берите с собой снаряжение для путешествия и закладывайте еще один день, чтобы исследовать горные тропы по ту сторону водохранилища. Лично я в следующий раз так и сделаю. Остатки моего скепсиса были окончательно разрушены на краю скалы, с которой открывается вау-вид на водохранилище. Обалдеть! Теперь точно вау. Точно вау. Вестюбинское водохранилище вызвало вау-эффект у всей нашей съемочной группы. А Сарбаз не смог удержать своих эмоций, и я с ним абсолютно согласен. Ведь это такое счастье осознать, что у тебя на одну точку для отдыха стало больше, и ты можешь в любой момент сесть на авто и доехать до этого места, в котором можно найти уединение и умиротворение. Ночью мы доехали до нашей следующей локации, разбили палаточный лагерь и не подозревали, в какой красоте заснули. Но перед тем, как исследовать локацию, нужно плотно позавтракать. Из-за утреннего ветра мне пришлось включить смекалку, чтобы ускорить процесс закипания воды для моего фирменного блюда. Я знаю один классный рецепт, сам придумал. Закидываете гречу, варите ее. Когда он еще чуть-чуть недоваренный, закинуть творожный сыр. Он расплавился в нем. И в принципе не нужно добавлять соли. Достаточно будет соли, которая... Это очень вкусно, попробуйте. Быстро готовится. Можно даже домашний посылать. Но я рекомендую использовать творожный сыр с лесными грибами. Каша получается и еще насыщенней. Собрав наш лагерь, мы отправились на смотровые точки этого вау-места. Но не успели мы отойти от машины всего на 200 метров, как мы встретили представителя местной фауны. Мы только что увидели какую-то дичь вдалеке, но непонятно, что это. И в очередной раз нам на помощь идет дрон. Как выяснилось, это был краснокнижный архар. Он был настолько быстрый и юркий, что даже наш пилот дрона Никита не смог удержать его в кадре более 10 секунд. Архар сделал маневр и скрылся с поля зрения камеры. Вот это скорость! Зато можно вдоволь полюбоваться следами этого юного и прыткого архара. Ладно, пойдем дальше. А дальше нас ждал будто портал в космос прямиком на другую планету. Красные горы Пагуты. Вау, о котором слышал где-то на фоне, но до него так и не дошли твои ноги.
Да, это по-прежнему Республика Казахстан, Алматинская область. А мы с Сарбасом только что осознавшие, какой может быть удивительной природа нашей страны. Горы Багуты всегда готовы к съемкам культовых фильмов режиссеров Голливуда. Красные горы Багуты – очередное вау в Алматинской области. Мне кажется, это супер кинематографичное место. Здесь можно было бы снимать фильм «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером. Но берите с собой воду, потому что не было обнаружено ни одного источника. Сарвас, тебе понравилось здесь? Понравилось. Такое не может не понравиться. Горы Багуты плюс один вау в копилку нашего проекта. Каждый раз поражаюсь, насколько богата наша земля на необычайные пейзажи. И это все в Алматинской области. Можно увидеть как горные вершины, озера, также и вот такие марсианские виды. Поразительно. Рекомендую приехать сюда обязательно. А чтобы добраться до следующей локации, мы выехали из гор Багуты в сторону автомагистрали Западный Китай, Западная Европа. Я тщательно подготовился к нашему путешествию, но я не смог предугадать, что в последний раз хорошую заправку мы проехали 400 километров назад. У нас показывает датчик, что бензина осталось на 32 километра, а до ближайшей заправки, которая отмечена на навигаторе, 40 километров. Непонятная ситуация. Будем рассчитывать, что по дороге в маленьком селе найдется заправка, которая не отмечена в навигаторе. Но нам повезло. Когда топливо оставалось всего на 1 километр хода, мы заехали на вожделенную заправку. А теперь нас ждал объект, который является одной из визитных карточек Алматинской области. В это место попасть должен каждый гость Алматы. Дорога туда отличная, поэтому вы можете добраться даже на легковом автотранспорте. Но самое главное, успевайте насладиться каждым мгновением этой неописуемой дороги. Дорога в Исыкском ущелье – это отдельное вау на пути на наш следующий пункт назначения. Как вы догадались, мы приехали на то самое озеро, от которого невозможно оторвать своего взгляда. И место это со своей особенной энергетикой. Озеро Исык. Вау, которое всего лишь в 50 километрах от Алматы. Какой цвет. Рекомендую сюда приезжать осенью, потому что березы и другие деревья здесь приобретают ярко-желтые, красные цвета, и это невероятное зрелище. Мы сегодня в понедельник находимся здесь, народу практически нет. Имейте в виду, в выходные здесь народу просто нереально много. При всей этой чарующей красоте у озера Исык есть трагическая история. 7 июля 1963 года в Исыкском ущелье сошел мощнейший сель. Он разрушил естественную плотину в западной части озера, опустошив водоем. Селевой поток унес около 1000 жизней и стал причиной значительных разрушений в городе Исык. Селем были снесены пионерские лагеря, дома отдыха, целые улицы, кварталы и засеянные поля. Исыкский сель 1963 года был одним из самых крупных и разрушительных селевых потоков на территории Советского Союза. В результате схода селевого потока река Исык изменила русло. Некоторое время после селя на месте озера Исык было небольшое озерцо. А спустя 58 лет
озеро Исык восстановилось всего на 1/3 от размеров до трагедии и вновь радует своим величием приезжающих сюда. Но не все приезжающие радуют своим поведением. Знаете, кто хуже тех людей, которые бросают мусор на дорогу или в открытые места? Только те, которые прячут этот мусор в кустах. Потому что не всегда этот мусор виден, и службы, видимо, не убирают его здесь. И вот он здесь лежит годами. Ну, просто какие-то варвары, а. Эти влажные салфетки везде, баночки. Ой. Остановитесь! Но мы с моим спутником Сарбасом останавливаться только на озере не собирались. Я решил отправиться вглубь Исыкского ущелья, ведь там сказочные места. Кстати, мой котенок Сарбас уже 5-й день в пути и проявил себя как истинный искатель приключений. И он в поездке доказал, что путешествовать с котом – это возможно, и это очень интересно. А еще это так мило. Если вы все же приедете на Исыкское озеро, то не поленитесь, зайдите по правой стороне за Исыкское озеро. Здесь открывается красивейшая тропа. Ну, просто не описать ее словами, поэтому очень рекомендую, прям настоятельно рекомендую. А особенно я рекомендую приезжать сюда в период золотой осени. Этот момент я называю фестиваль красок Заилийского Алатау. Тропа тут ровная, и можно идти комфортно в прогулочном темпе, празднуя свою жизнь. Жизнь, которую изменить в силах только ты. С течением времени все в этом мире находится в процессе перемен. Меняются ландшафты, озера, ценности и даже люди, если захотят. Но самый главный вопрос – какие перемены выберешь ты? Вечером Исыкское озеро приобретает абсолютно другой цвет, цвет Тиффани. Если вы приедете днем, то задержитесь до вечера, чтобы увидеть трансформацию цвета этого озера. Я никогда бы не поверил, что есть такое место всего в 300 километрах от Алматы, не совсем по прямой. Но я увидел эту картину природы, креатив в действии, пока оно еще вау. Успей увидеть, не пропусти, действуй. Это вау, Хайанда, там еловые столбы. Это вау, Сата, там сбываются мечты. Это вау, Хайанда, только тебе посты. Это вау, Сада, жана ущелья Табалда. Река Чарна в нем утихает, Бестюбинское водохранилище. Ему всего 10 лет, но эта локация просто огнище. Марсианские лоскуты, космический вайб, багуты у озера Исык без сомнений. Ты скажешь от чистого сердца: это вау, багуты. Я увидел, сможешь ли ты. Это вау, без тебя. Как мало знал я о тебе. А Исык не иссяк, но только есть один косяк. Как же так стало так, что бросить мусор это пустяк. Қоқыс тастама, жай ғана қоқыс тастама. Үйде қалада, далада да
тастама. Не болды саған есін шығып соншама. Табиғатымызды зақымдаймыз қаншама. Завязывай сари, ты чё ты мусор не бросай. Чисто станет, если просто мусор не бросать. Если ты не перестанешь жизнь отравлять, нам придется эту землю от тебя спасать. С вами был проект «Вау, Казахстан». Смотрите нас дальше, ведь впереди нас ждут и еще крутые путешествия. Всем пока!